Ребята, привет! Продолжаем разговор о том, как получить цвет, который задуман, а не тот, который случайно получился. В прошлом видео мы с вами уже определили два важных показателя, которые влияют на финальный результат окрашивания. Это первое, насколько тонов вам нужно осветлить волос за счет красителя, и второе, какой окислитель выбрать, чтобы получился точный результат. Давайте продолжим. Когда мы красим волосы в тона темнее базы, то, говоря колористическим языком, мы идем на затемнение. Технически это самый простой способ окрашивания, но тоже со своими подводными камнями, о которых мы поговорим позже. Но если выбранный цвет не темнее, а светлее базы или даже на том же уровне, возникают первые сложности. Для того, чтобы пигменты красителя легли тон в тон, волос должен быть частично осветлен, хотя бы на один приблизительно уровень. И на место осветленных пигментов лягут пигменты красителя, чтобы сделать окрашивание тон в тон. Что в этом сложного? Ну, в общем-то, все просто, а точнее, совсем все непросто. Первое. Любой волос, окрашенный или натуральный, при осветлении показывает нежелательные теплые оттенки. Это всегда теплые золотистые или медные цвета пигмента, натурального или искусственного. И эта способность называется фон осветления. Если вы уже были на моем обучающем курсе на сайте salonlondon.ru, то наверняка смотрели бесплатные видеоуроки на эту тему. Фон осветления на разных уровнях глубины тона разного цвета. Поэтому, когда вы красите тон в тон, вам тоже нужно добавлять нейтрализующие пигменты холодных оттенков соответствующего направления в основной краситель. В некоторых профессиональных марках красителей это не обязательно, например, в Igora Royal, если вы работаете в теплой гамме. Но если речь идет о нейтральных и тем более холодных оттенках в результате окрашивания, то дополнительная нейтрализация просто необходима. Зачастую этот показатель в бытовых красителях уже учитывается в составе красителя, но об этом поговорим позже. Второй момент, с которым вы столкнетесь при окрашивании окрашенных волос в тона светлее. Это первое правило колориста. Краска краску не осветляет. То есть вы не сможете ранее окрашенные или тонированные красителем волосы другим, более светлым красителем покрасить светлее, чем эта база. Краситель будет работать только на участках, где есть натуральные волосы, то есть на корнях. Но это будет выглядеть неэстетично. Если же вы хотите сделать ранее окрашенные волосы светлее, то это не про краситель, а про смывку или декопаж. И это совсем другая тема, которая тоже есть на сайте salonlondon.ru. Как решать колористические задачи тон в тон и светлее, смотрите в моем обучающем курсе Color Magic Тани Шарк. А в следующем видео мы с вами разберем, что еще нужно учитывать для того, чтобы получить задуманный цвет. И почему иногда это проще сделать бытовым красителем.